В наше время найти поистине свободного человека становится все сложнее и сложнее. У каждого человека свои тараканы в голове, которые питаются нашим страхом, чувством неполноценности и многим другим. Бывает так, что наши комплексы нагоняют жути больше, чем это есть на самом деле. Но в чем проблема? У нас же есть генетика, которая априори решает все возникающие вопросы касательно личности. По идее, выше генетики прыгнуть нельзя. Да, но нам это и не надо. Ведь есть то, что также корректирует твою личность. Поговорим о том, как зарождаются комплексы на примере такого аниме, как «Брошенный кролик», и почему воспитание имеет значение. «Брошенный кролик» – аниме-адаптация одноименной манги Юми Унита. Главным героем является Кавачи Дайкичи, который приезжает на похороны деда, где узнает о внебрачной дочке дедушки, которая осталась совсем одна. После переговоров с родными, Дайкичи решает забрать девочку Рин под свою опеку. С тех пор жизнь Дайкичи начинает приобретать новые краски. Помимо повседневных приключений, таких как найти подходящий детсад, купить детскую одежду, «Брошенный кролик» раскрывает личный рост не только девочки Рин, но и самого Дайкичи. Родственники отказались брать Рин под опеку, полагая, что она совсем не может говорить, да и к тому же ведет себя странно. Но после того, как он взял ее под свое крыло, Рин начала раскрывать себя. Как оказалось, она может говорить, у нее есть свои интересы, и в целом она очень жизнерадостная личность. Однажды Дайкичи и Рин приехали к своим родственникам. Поначалу Рин ни на шаг не отходила от Дайкичи, поэтому они думали, что девочка ведет себя немного странно. Но Дайкичи уверил, что до приезда к ним Рин болтала без умолку и игралась при любой возможности. Но почему здесь она такая замкнутая? А все просто. Дело в том, что эти люди запомнились для нее негативными, ведь на похоронах дедушки все негодовали, откуда появилась Рин, и бросали на нее осуждающие взгляды. Несмотря на то, что она все еще ребенок, она чувствовала злые взгляды. Она понимала, что ей здесь не рады. Поэтому при разговоре о Рин Дайкичи подметил, что когда взрослые злятся, дети начинают чувствовать свою вину. Но в чем вина девочки? В том, что она появилась на свет, или в том, что ее некому опекать? Дело в том, что, злясь на ребенка, выпуская свой гнев, мы прививаем чувство вины. Однако дети не были взрослыми, поэтому им естественно ошибаться, когда как взрослые уже были детьми, поэтому не им ли их понять? Не стоит злиться по всякой мелочи, выпускать свою желчь только потому, что ребенок неудобен. Вспомните себя, что ответственно за ваши комплексы. Чувствуете страх перед публикой? Боитесь осуждающих взглядов? Боитесь, о чем подумают другие? Рин перестала бояться других людей, но если бы не Дайкичи, то, возможно, ее комплексы остались бы с ней навсегда. Тогда в будущем, подобно своей биологической маме, она стала бы холодной и замкнутой. Поэтому учитесь избавляться от чувства вины. Звучит двусмысленно, но поймите меня правильно. Подумайте о тех вещах, за которые вы чувствуете вину. Правда ли вы виноваты, или вам навязали чувство вины? Не убрал комнату, получил плохую оценку, не помог другому? Плохой ребенок, плохой человек. Так и навязывается чувство вины. Но правда ли вы виноваты? Многие дети начинают нести эту ношу, даже не подозревая об этом. Это становится нормальным. Мы не замечаем, как наши мечтания, наши цели начинают сплетаться с нашими комплексами. Мы хотим побыстрее разбогатеть, купить своим родителям дом, машину, отправить в кругосветное путешествие. Мы хотим отблагодарить. И в этом нет ничего плохого. Но вы не задумывались, что это тоже может быть отражением чувства вины, чувства долга. Мы чувствуем, что мы обязаны отплатить, поэтому это чувство начинает не только искажать наши мечты, но и конечную цель. К сожалению, по этой причине некоторые подростки решают поступать на неинтересные им профессии, только чтобы попасть на грант. Это чувство вины, чувство долга, чувство обузы начинает пагубно влиять на нас, ведь они начинают деформировать нашу личность. Почему именно деформировать? Если тренировки и учеба модифицируют нас, то обретенные комплексы начинают ограничивать. Хочется рассказать что-то забавное, но появляется страх быть раскритикованным. Хочется попробовать что-то новое, однако появляется страх быть осужденным другими. Таким образом, бессознательно мы приобретаем определенную модель поведения, зачастую заданными нашими родителями, учителями, поэтому взрослея, мы начинаем понимать, что хотим вести себя по-другому. Начинаем осознавать, что мы можем быть совсем другими. В этот момент появляется внутренний конфликт,
непонимание своей настоящей сущности. Поэтому во взрослой жизни мы начинаем перевоспитывать самих себя. Чтобы такого не происходило, чтобы не мучиться с этим в будущем, ребенку нужно давать должное внимание и воспитание, с чем Дайкичи, как по мне, неплохо справлялся. Не ограничивать, а наоборот, развивать своего ребенка. Вместо упреков и вспышек гнева стараться внятно объяснять все моменты. Дайкичи не стал ругать Рин за то, что она писается по ночам. Вместо этого он подошел к ней и объяснил, что он всегда рад помочь. Потому что на тот момент для Рин это была целая трагедия. А после слов Дайкичи она поняла, что это нормально просить помощи, и никто не будет за это наказывать. В первое время Рин каждый день оставалась последней в детском саду. Из-за плотного графика Дайкичи приходилось по темну бежать за Рин. Чтобы вы понимали, дети чувствуют тревогу, когда они остаются одни, поэтому было неудивительно, что Рин могла обидеться на Дайкичи. Но он признавал свою вину. Я заметил, что Дайкичи уважал личное пространство Рин. Несмотря на то, что она ребенок, он всегда спрашивал ее мнение. Даже когда он хотел удочерить Рин и поменять ее фамилию, то перед этим он поинтересовался у нее самой. Поэтому очень важно давать другим почувствовать себя значимым и, конечно же, не забывать о своей значимости. После того, как Рин поняла, что Дайкичи всегда готов ее выслушать и помочь, то она стала более раскрепощенной. Рассказывая о своих проблемах, переживаниях, Рин стала полноценно доверять ему. Она начала принимать себя такой, какая она есть, говорить об интересующих ее темах, ведь она понимала, что Дайкичи не станет ругать ее по пустякам, а выслушает и объяснит все как есть. Дайкичи спокойно относится к капризам Рин и уважает ее желания, ведь нужно считаться с мнением других. Это не только демонстрировать уважение к ним, но и принимать в расчет их мысли, идеи. Таким образом, дети, да не то что дети, даже взрослые люди начинают чувствовать себя услышанными. Это приятное чувство дает понять, что мы важны, наши слова имеют значение, как и мы сами. Поэтому считайтесь мнением других. Люди станут вам доверять, говорить более открыто, вы станете таким образом располагать к себе других. Но не менее важно, что они также будут вас уважать, потому что зачастую люди отражают поведение других. Если им нагрубят, то они грубят в ответ. Если сказать что-то хорошее, то человек также станет вас хвалить. Весь цикл отношений, все начинается от вас самих. Быть честным, надежным и приятным человеком – это не только заложено в генетике, но и большая работа ваших родителей и вас самих. Ведь воспитание помогает определить ваши ценности и понять, как вести себя в обществе. Приоткрыв дверь другому, вы не опуститесь в чьих-то глазах. Сказав что-то положительное, вы не станете подхалимом. Воспитание длится всю жизнь. Мы каждый раз учимся чему-то новому, даже будучи взрослыми. Ведь, как сказал американский философ и педагог Джон Дьюи, воспитание – это процесс жизни, а не подготовка к будущей жизни.